Нимэнхо, сегодня мы в Санья посетим кальянную номер 1. Самое важное, что эта кальянная находится в крутейшей локации. Это туристический район Дадунхай. Сама кальянная находится на пересечении двух улиц с огромным трафиком. Это Хайхуаду и Хайюнду. После 2 часов, если пройти по Хайхуаду, это автобич-пати, все идут туда. Ориентир, главный ориентир, это известная гостиница в Санья, называется Байри. Любой таксист, он вас поймет. Мы сейчас пройдем в кальянную, поговорим с ребятами, которые имеют отношение к открытию. Это ребята из России, с ними я познакомился в Харбине. Ну а дальше вы уже узнаете про них из интервью. Пойдем. Знакомьтесь, братья Влад, Никита. Так, братцы, давайте вкратце, как вы вообще попали в Китай и почему кальянная тема? Попали в Китай мы с Дальнего Востока, из города Благовещенска. Китай у нас граничит с нашим городом. С детства уже туда мотались постоянно. А Влад в одно время уехал туда учиться, я остался на Хусене. Я поехал в Москву, провел там, наверное, полгода. Потом он приехал ко мне в гости, посмотрел, как я живу, говорю, что в Китае куда интереснее, больше перспектив. Мы уехали вместе в Китай. И тут начали двигаться вместе. Открывали, у нас была тату-студия, занимались организацией свадеб, вечеринок. В конце концов пришли к кальяну. К кальяну пришли именно почему. У нас у самих хобби курить кальян. Постоянно забиваем дома кальянчик. Но если куда-то выезжаешь, отдохнуть, еще что-то, кальянная — это проблема большая. Нигде, что в Санья, что в других городах нету ни хорошего табака, ни хороших кальянов. Мы подумали, что эту нишу можно занять здесь в Санье. Ну, правильно, как я понимаю, по подразделению обязанностей ты отвечаешь больше за сервис, за поставки именно по кальянам. Да. А вопросы юридические, административные, это все наладишь. Да. И вот по юридическим моментам, наверное, самый такой интересный и важный вопрос — это с какими проблемами столкнулись при открытии? Или вообще, что нужно пошагово, чтобы открыть кальянную в Китае, допустим, в россияне? На момент то, что можно, конечно, сделать все это намного легче. Сделать ИП, сделать это просто на китайского человека. Но кто знает, то, что пройдет год-два, и вас просто выпнут, и вы с этого вообще ничего не заработаете, и просто останетесь как в убытке большом. Но можно зайти с другой стороны и сделать это все на себя. Но чтобы сделать на себя, это все намного тяжелее, но это Того стоит. того стоит. Изначально мы вообще смотрим, много кто открывает, не то что открывает, ставит кальяны в китайские бары, то есть ты не вкладываешь деньги ни во что, не берешь, ты просто покупаешь кальяны, покупаешь табаки. Сервис. Да, делаешь сервис, грубо говоря. Но китайцы очень часто просто удаляют этих людей зачастую. Ты ему делаешь бизнес, люди приходят в это место, покурить кальян, им все нравится. Китайцы это видят и думают, а зачем ты вообще в этой схеме? Просто-напросто типа удаляют. Ну, что инвесторы больше не с улицы нашли, это, наверное, какой-то... Ну нет, соответственно, поэтому мы решили все делать по белой. Поэтому мы вообще не просто люди, кто пришли делать кальяны, да, в заведение поставили. Мы непосредственно те люди, кто открыли это заведение, поставили здесь кальяны. Поэтому у нас уже... Ну и, наверное, есть уверенность в своем инвесторе. Да. Вы, наверное, знакомы никого, где-то по каким-то бизнесам пересекались, если вы знаете человека, это тоже важно, потому что ментальность ведения бизнеса другая, и скорее человека нужно знать. Конечно. И никого попало брать. Да, это не просто Но это юридический момент. Также возникают вопросы по помещению, ремонтам.
по персоналу? Ну, и ремонт это тоже одна из главных проблем, потому что так как иностранец с Китая на вас изначально смотрят, как будто у вас много денег, пытаются завысить цену. Но в первую очередь это нужно найти хорошее помещение. Достаточно в Китае это не так тяжело, как бы есть различные приложения, где по поиску недвижимости, все это в интернете есть. Помещение, первый ежегодный взнос был больше, так как мы заплатили за этот ремонт, который здесь сделали прошлые хозяева. Вот, соответственно, нам уже, так как мы уже заплатили эту сумму, особо здесь ничего делать не пришлось. Докупили мебель, поставили свет, сделали. И прямо так стойки были? Стойка барная, мы поставили ее все. То есть это вот единственное самое такое вложение, это барная стойка. Вот это была уже стойка барная. И вытяжка. Вытяжка, да, кондиционер, то есть приточка, сразу же приточка взяться, она уже здесь была. Уже повезло, то есть Да. То относительно. есть, в принципе, тут прям как судьба, вот карта сошлись, там все очень хорошо. Но это вот изначально наше первое место было просто пустой квадрат. И все, там ничего не было. Голые стены, ни вытяжки, ни бара, ничего вообще. Здесь сколько квадратов? Здесь 160. 160 квадратов. Аренда долгосрочная на 5 лет. Контракт на 5 лет, но оплачиваем год. каждый год, да. Стоимость квадратного метра в год? Или за все помещение? В год около 3 миллионов. Это в рублях. В рублях, да. Ну, там 290, 280. Чем длительнее контракт на, как сказать, Чем длительнее контракт на аренду, тем больше залог, правильно? А залог сколько у вас? Ну залог вы что имеете в виду? залог, то есть, нет, именно Это отдельно? залог отдельный, то есть по факту его отдадут тогда, когда вы уже все. В каком размере был залог? Залог был где-то 500 000. Полмиллиона, опять в рублях. Опять же, Я что понимаю, что 500 000 рублей залог. после того, как вы это все арендовали, нужно будет делать лицензию. Лицензию именно на кальянную такого нет, как бы лицензия дается на алкоголь и табак. Получить ее на самом деле тоже не сильно тяжело. Есть люди, кто отвечает на такие вопросы, им достаточно подать какой-то перечень документов, заплатить им деньги, и они все сделают за вас. По цифрам есть, можно это уместно говорить или нет, лицензия на табак, на продажу табака? Ну, скорее нам больше интересна лицензия на продажу табака. Сколько? В юанях, в рублях? Так. В общем, платили именно в эту компанию около 7000 юаней. 7000 юаней это единоразовый взнос, это или на год? Это именно как бы идет лицензия. На продажу табака? Да. Окей, 7000 юаней, 68. Примерно, Ну, то есть, грубо $1000, окей. Персонал важный момент. Персонал у нас, бармен у нас один из Москвы, это мой старый друг. Вот, когда я первый раз ездил в Москву, я занимался барменством. И вот как парень, который сейчас приехал, он меня в это вообще, грубо говоря, втянул и привел. Сейчас у него большой опыт работы, он всю жизнь занимается, поэтому, когда я ему сказал, что открываем кальянную, он решил приехать помочь. Но это с барменом, да, все окей у нас. Есть, например, кальянщики, есть официанты, в основном неопытные, нужно с ними работать, обучать чему-то. То есть, с персоналом у нас еще точно не поставлено. Есть ли в планах привлекать ребят из России? Понятно, что по московским меркам зарплатам вряд ли, но хотя бы из регионов опытных ребят. Есть ли у вас возможность, то есть вы можете предоставить визу, жилье или на каких условиях вообще в планах есть это? Есть. Я думаю, гостевого мастера можно приглашать. Гостевого это на месяц? Да, на месяц, чтобы, во-первых, и основному персоналу подтянуть, грубо говоря, опыта набраться, чтобы показывать какой-то мастер-класс и вообще поучиться у него что-то. Так что пишите, будет ссылочка на инстаграм ребят, кто заинтересован в приезде в Санья, великолепное место, поработать месяц, ребята сопроводят, помогут с визой, правильно, да, с визой, туристическая виза, с жильем, поработайте, посмотрите, может понравится и останетесь в перспективе. Здесь знание языка обязательно русского, потому что основной клиент это турист, русскоговорящий. Если это, например, в другом районе это, наверное, нужно будет китайский знать, но здесь китайский не обязательно. То есть это может быть только с русским и с более-менее английским, или даже английский не нужен. Не нужен, в основном. Нет, такой ровно на английский. Потому что, зная русский язык, имея какие-то навыки, можно к вам устроиться, если вы подойдете
То есть вам подойдет человек, он может к вам устроиться, вы поможете с визой, с жильем. Ну это круто. Очень Например, круто. наш бармен тоже не знает ни китайского, ни английского, только по-русски разговаривает. На русском вывозит, да? Вывозит. Нормально. Также это кальянщик, но также есть кальянщик, которые, может быть, захотят открыть заведение такого плана. На сегодняшний день я не думаю, что это будет конкуренцией, потому что не хватает. Здесь сейчас такое время, чтобы развить культуру кальянов, нужно делать больше, делать это качественнее, делать это как вы. Можно ли будет к вам обращаться с какими-то вопросами по поводу открытия? Ну, какой по юридическому моменту, потому что ты непосредственно с этим сталкивался, ты сможешь ответить, помочь? Без проблем, у нас в этом опыт уже есть, мы уже как бы не первое дело, знаем, где, как, куда нужны документы подавать, мы спокойно подскажем ребятам, кому это будет интересно. Мы обсудили персонал, мы обсудили аренду, юридические моменты по открытию. С чем-то, может, еще столкнулись, что важно знать ребятам, которые планируют что-то открыть? Но по поводу закупки табака и кальянов, в Китае это очень много именно подделки, поэтому мы еще заказываем из России. То есть у вас все оригинальное? Да. Но это потом мы сделаем ставочку и посмотрим само помещение, по кальянной стойке, какие аппараты у ребят, какие табаки. Подтверждаю, оригинальные табаки наши в основном, отечественные, и кальяны тоже русские, оригинальные. Это очень круто, потому что не каждое заведение сегодня в Китае работает на оригинал. Потому что даже если и ставят, не все разбираются, потому что уже пришло то время, когда китайцы делают такие копии, что не знающий человек, он практически не отличит. Год назад они делали очень плохие копии. В этом году уже вот буквально недели-две назад брал в руки альфу, это один в один, то есть не отличить. Танцы, если увидишь, что здесь эта тема заходит, они тоже будут делать и табаки хорошие, и кальяны. Потому что, например, сигареты у них есть как самые плохие, так и самые крутые, топовые, прям вообще с разными вкусами. Я думаю, если это забьет на китайцев, именно кальяны, да, то я думаю, то же самое будет с табаками в Китае. Ну, будем надеяться, что это видео вас зарядит, что реально у кого есть в планах куда-то переехать или что-то открыть, это отличный рынок. Организовать какой-то фест в ближайший год-два в Санья, потому что есть море, есть площадки, много русскоязычных туристов, которые умеют курить, культура растет, китайцы тоже начинают курить кальян. То есть реально ли это организовать, может это совместно или ваше видение вообще? Я думаю, через год-два, это самое, через 2 года, возможно, да, это самое лучшее время. Потому что сейчас площадка абсолютно не готова. Людей сейчас мы открыли кальяны, потому что с этим большой дефицит и проблемы. Поэтому я думаю, фестиваль в данное время не может идти речь, а вот через 2 года, возможно, я думаю, это будет очень классно. Ну что ж, спасибо большое, делаете крутое дело. Скажу так, я езжу много по Китаю, я знакомлюсь с ребятами, смотрю заведения, которые есть. На сегодняшний день в Китае, даже в Шанхае, нет ничего подобного в плане открытости. Есть какие-то заведения, они полузакрытые, можно сказать, не совсем белые, но приближенные к белой схеме. Здесь, как я понимаю, все очень, по крайней мере, стараются ребята делать по-белому. И если они будут продолжать в таком же духе, также будет этим гореть, то это будет хороший толчок для всей культуры кальянного курения в Китае. Это нет смысла, это же не новости, это смысл, что смотрят там 400 подписчиков и по 1000 просмотров видео. Здесь нету каких-то органов, здесь нету у кого-то здесь вопрос, что реально кто увлекается. И это мы же цифры наши... не говорим. Никакие цифры, да, мы когда сотрудничаем, там то, что виза, не виза, умеем делать, не умеем. Цифры не надо у нас говорить, озвучивать. Я считаю, что это правильно. Мы кого-то русские будут смотреть, для чего опасаться? Много кейсов проверяем, чуваки прям рассказывают вообще прям вот и до, прям как Просто бы ценности нет даже этого показывают всего. прибыль, Это получается просто Да, реклама. это просто конто, чтобы вы инвестировали в их проекты Вот именно. и чтобы в франшиза любом не случае, продавали. как бы, а здесь, та же самая история. Ну вот именно, это же не реклама. Я свою позицию. Мне На кажется, самом вот деле, это интереснее часть будет на видео записана. мне интересно, что это же не реклама. Мне интересно снять просто с кальяны номер 1, русские ребята. Мне это не интересно. Мне интересно,
что true история, которую ребята реально делятся. Ну, вообще нет смысла просто это делать рекламу поведения и говорить не какие-то полезные информации. Цифры, но типа сильно тоже, да, много, там, тут влили. Это просто интересно смотреть, Ну, понимаешь? я сказал свое, вы можете прислушаться, я за то, что в любом случае монтировать будем, вы будете одобрять это или нет, я просто не вижу, нет интереса. То есть если мы реально, цель какая, то есть помимо рекламы, цель какая, вот у вас, да, ну, просто ваша цель, ну, вот как есть, какая цель? Ну, наша цель... Сюда народ завлечь. Да, это первое, а я немножко за другое топлю. Если цель только такая, и давать информацию только чтобы завлечь, это нехорошо. То есть, если чтобы это было хорошо, чтобы это людям нравилось, чтобы они реально сказали, а есть в Абридж-Саде, есть в Китае ребята, которые открыли, и они трушные, ну, в плане, что они правду, то есть они не скрывают. А зритель, он это видит, когда вот это, ну, цифры, ну, без цифр, ну, смысл смотреть. Я не буду 15 минут смотреть, просто два типа рекламируют свое заведение. Но это неинтересно, но мне это оно не нужно, ну, как бы, пример. То есть мы на других, это же не платный обзор, это просто для себя. Сильно это, не вваливаться там. Тысячу рублей сюда перевели, никто не говорит, не прибыль. Нет, а в чем? Здесь какая? Процентная 20 на 8, какие здесь цифры? Ну, то есть 20 на 8, так договорились. Да. Я в Харбине также задавал вопрос, там 30 на 70. Зритель уже понимает, так, в Харбине 30 на 70, здесь 20 на 80. Значит, уже в Китае я в эти рамки попаду. А, например, хочет он открыть кальян, он понятия не имеет. Может у них 20%, а ну хоть разбег, понимаешь, я понимаю коридор, на котором мне общаться. Моя цель, чтобы это посмотрели, и это был толчок людям, чтобы открывать. А будет завтра это франшизная история, люди придут к тебе, потому что если ты в открытую так рассказал, то ты информацию дашь, в этом и есть суть. То есть это вам большой плюс. Поэтому цифры, ну, это круто. Рассказываю полностью. Это на телевидении можно там что-то скрывать, не скрывать, поэтому нет. Здесь давайте как. Мы говорим только аренда помещения и процент. Аренду кому надо, они и так узнают. Надо это- А зачем так, аренду? Мы не говорим. Ну, коридор нужно знать. Ну вот коридор, как почем, ну ладно. Это на рынке два дурака называется. Нет, можно это пояснить. Здесь же история, ребят, здесь суть не в том, что я сейчас взял купил. Помещение за 10 тысяч рублей снимать. Я к тому, что это история кальяна, а почем сделали ребята, это их история. Здесь вот это сейчас никто не вкладывает, нужно учить людей курить. Никто в это не входит. Все так же мыслят. То есть вот есть мои там 10 столиков и все. Так если у тебя будет лучший сервис, то пусть на сравнении к тебе люди придут. Это, если ты уверен в своих силах, то однозначно люди придут к тебе. Они там попробуют, и на этом фоне ты будешь крутой. Это вообще не страшно. Я наоборот за то, чтобы было все, и все от этого выиграли. Я за здоровую конкуренцию. Это не... Я вам еще хочу предложить, чтобы открыть школу кальянщиков. Подожди, мы сейчас сами не стали топовыми мастерами. Нет, Да. для чтобы открывать, вы И сами будете- будете да, по схеме да, такую делать. да, Русских да. ребят найдем. Ну, в принципе, я вот по этой теме готов сотрудничать. Ну, то есть это у меня есть, ну, как бы, в планах. Но если мы объединим, мы все выиграем. То есть с меня сделаю, я по русским мастерам, я на себя могу взять. По юридическому моменту, то у меня есть на компанию, ну, у меня есть именно АКВЭД по обучению. Но это уже, я к тому, что эта тема очень крутая. Да. То есть вообще там хлеба всем хватит. Именно если по прокачке, это все мы можем взять. Но тут именно на Китай, тут нужно учить китайский. Ну, я Вся понял. фишка, что это не английский, не русский, русский да научится. Это именно на китайском языке, даже пусть с переводчиком, там, ну я к тому, что русский мастер приехал, это переводчик на китайский, все показали, какие чаши, как... Ну это очень кстати. Это даже оставление в онлайне. Очень крутую кальяну для уровня Европы, красавчик, улиц. Хай, понятно. А это хай план. Познакомиться еще в Харбине. Как раз если сегодня проработает до вечера. Не, если не работает, ты меня фотографии снимаешь. Я то его и снимаю. То есть, если мастера работают,
对，就这样。对，我是在忙，啊，一会儿你。Делаешь это круто, качественно, то мы все победим. Окей. Всё. Круто. Там, да, повод будете нарезать сами, я уже не знаю.